Юра решил срезать путь через дворы и обомлел, когда увидел в инвалидной коляске свою бывшую. Ее катила мать и что-то говорила, но Лера явно ее не слышала. Лицо пустое, нахмуренное и без грамма косметики. Юра уже давно забыл, что она здесь живет. Лерке, как и мне, 24 года. Сделал нехитрый подсчет Юра. Что же могло с ней случиться? Пока учились в универе, Юра бегал за ней пару лет, и Лера то отвечала ему взаимностью, то окатывала холодной неприязнью, то звонила сама и просила зайти, когда горизонт оказывался необычайно чист от отсутствия поклонников. Юра и сам понимал, что Лера, как мудрая девушка, держала его лишь про запас, но он особых планов на будущее еще не строил, поэтому удовольствовался время от времени этим вкусным длинноногим тортиком, надеясь в душе, что Лера разглядит в нем потенциал и надежное мужское плечо и влюбится. Глупый был, в общем, неопытный. Она его отшила окончательно на 5-м курсе, но в целом отношения были, как у студентов, нормальные, и зла на Леру Юра никогда не держал. И вот она в инвалидной коляске. Юра бодрым сайгаком проскакал к ним через детскую площадку. Рот до ушей, в глазах хоть неподдельная, но осторожная радость. Он мгновенно решил, что будет делать вид, что все в порядке. «О, Лера, привет! Ну надо же, какая встреча! Здравствуйте, тетя Женя!» «Привет!» – буркнула Лера и отвернулась. «Здравствуй, Юра, кажется!» Дружелюбно улыбнулась Леркина мать. «Ага, имя мое не забыл. Приятно». «А как же? Вы тут гуляете, значит? А я в ГИБДД иду. Права надо забрать. Решил путь сократить. А тут вы». «Машину купил?» «Купил. На кровные. Устал повсюду таскаться на общественном транспорте и опаздывать. Теперь буду везде успевать. Помнишь, Лер, как мой сокурсник, которому предки подогнали колымагу, мы над ним прикалывались еще. Лез из кожи вон Юра, пытаясь ободрить бывшую. Раньше она любила подобные шуточки. «Нет», — опять буркнула себе под нос Лера. «Да он нам рассказывал, как в том анекдоте. Представляешь, сегодня съездил за запчастями, потом заправился, в автосервис заехал масло сменить, в магазин за тосолом заехал, техосмотр прошел. И как бы я все это без машины успел?» И Юра засмеялся вместе с Лериной мамой. Лера изобразила подобие улыбки, глаза оставались злобными, недовольными, и она старалась отвернуть от Юры лицо, чтобы он не смог рассмотреть ее в таком унизительном виде. «Ты извини, нам домой пора, я устала. Поехали, мам». Юра понимал ее, представил себя на ее месте, тоже было бы не по себе, если бы его застали в подобном виде. Очень тяжело это психологически, особенно для девушки, особенно для красивой, длинноногой девушки, от которой все парни пускали слюни. Ее мама молчала и делала Юре незаметные жесты, выразительно указывая глазами и уголком рта на ручки инвалидной коляски. Ей хотелось, чтобы дочь хоть немного развеялась и вылезла из своей прострации, и до Юры дошло. «Лер, а давай мы с тобой погуляем немного, а потом я отвезу тебя домой. Вы же не против, тетя Жень?» Тетя Женя была очень даже не против, но Лера начала протестовать. После 2 минут ожесточенного убеждения им удалось договориться. Они прогуляли около часа, говорили, вспоминали студенческие будни, и у Леры даже поднялось настроение. Она стала спокойнее, ушел какой-то барьер. Юра осторожно спросил ее о том, что случилось. Зимой подскользнулась в переходе и неудачно ударилась спиной, повредила позвоночник. Ноги отнялись. Врачи говорили, что есть вероятность восстановления, но нужно много заниматься, и все это через боль и не вылазить из больницы. А до этого еще пройти курс лечения, и самое обидное
что никакой гарантии, лишь вероятность восстановления. Но мы начали, а результатов даже малейших нет и нет. На меня депрессия накатила, и я уже ничего не хотела. Не осталось ни желания, ни стимула. Родственники тоже устали, меня ж таскать туда надо было. И все смирились, забили, короче. Так я и катаюсь уже полгода в коляске. Ужасно, конечно, подытожил Юра. Он отвез ее домой и сказал, что забежит на неделю в гости. Лера этому не очень обрадовалась. А я все равно забегу. Ты же меня знаешь, это ж я. Так что давай по-хорошему свой номер, чтобы я не вломился, когда меня не ждут. После долгой очереди в ГИБДД Юра вернулся домой, и ему стало не по себе. Первая волна впечатлений прошла, и он задумался, а на кой леший ему все это надо? Нечего ему лезть в подобное. Ну да, Лерка стала инвалидом, жаль девку, но он не Иисус Христос, чтобы ввязываться в такое и облегчать ее страдания. Зачем ему гробить свою жизнь? Да и как с ней жить, с такой вообще? Однако всплывали в душе Юры старые чувства, сердце сковывало жалость, а он ведь и не переставал ее любить. И понял Юра, что до сих пор любит Леру, а уж когда в дело вмешивается любовь, то здравый смысл отправляется на неопределенный срок в дальнее плавание. Первые 2 месяца они просто проводили вместе время после Юриной работы и любые часы на выходных. Лера не любила выползать на улицу, ей были неприятны чужие, задерживающиеся на коляске взгляды. Но Юра все равно ее вытаскивал, чем очень облегчал участь тети Жени. Вскоре Юра заметил, что кроме него Лера вообще ни с кем не общается, лишь изредка кто-то писал ей в соцсетях. И Лера призналась, что все ее друзья и бывший парень слились. Поначалу-то они прибегали и ревели, сочувствовали, а потом стали ее все забывать, прикрывались делами, отсутствием времени. То у них встречи, то клубы. А Лера как может присутствовать во время подобных затей? Никак не может. С работы ее тоже уйти попросили, причем объяснил ситуацию сам бывший парень, который трудился там же при папаше-начальнике. У нас, Лера, организация под инвалидов не приспособлена, так что извини. Но исчезновение друзей и парня – это ерунда по сравнению с элементарными бытовыми проблемами. Сходить в туалет, перебраться из коляски на кровать, искупаться – вот где настоящие проблемы. Без чужой помощи Лере было очень сложно сделать самостоятельно эти обыденные вещи. А ей всего 24 года, считай, начало жизни. Спустя 2 месяца Юра переехал к ним, а свою однокомнатную квартиру, которую купили ему родители, сдал. Просто в большой квартире Лериной мамы была более приспособленная под нужды инвалида местность, да и грузовой лифт был существенным плюсом. В это же время Юру стала ежедневно грызть мысль о том, что он должен поставить Леру на ноги. У него был опыт в подобном деле. В детстве они с отцом выхаживали собаку с травмой позвоночника. Собака волочила задние лапы, она их не чувствовала, и была боль в спине. Когда ее поднимали, она вопила от этой боли, но собаки не люди. Поэтому на вопли отец Юры не обращал особого внимания и продолжал ее поднимать, и заставлял хоть как-то шевелить лапами, будто она шагает. Через пару недель у собаки появились подергивания в ногах, а через 3 месяца она начала понемногу ходить и в итоге выздоровела. «А почему бы так и с человеком не сделать?» – подумал Юра. Ведь врачи говорили, что у Леры были невысокие шансы. А в клиниках есть всякие специальные штуки, типа поручней, опираясь на которые человек учится ходить через силу. Еще вытяжки позвоночника и все такое. Есть методы. Пораскинув мозгами и собрав мысли в кучу, Юра начал убеждать Леру возобновить лечение –
Я всегда буду рядом. Вместе мы справимся», — заверял ее Юра, окрыленный ощущением успеха. «Нет, я не хочу опять этих мучений. Как мои ноги могут восстановиться, если я вообще их не чувствую? Они же как два куска мяса на прилавке у мясника, мертвые». «Нет, Лера, мы должны стараться. Я знаю подобные случаи. Помнишь, я рассказывал тебе про нашу собаку?» «Нашел, с кем меня сравнивать. Собака и человек — разные вещи. Отстань от меня. Если я тебе такой не нравлюсь, уходи. Я тебя не держу. Ты и так молодец. Столько возился со мной. Получай медаль». «Но иногда у тебя появляются в ногах какие-то боли, ощущения. Ты сама говорила. Значит, они не полностью отключены», — упорствовал Юра. «Отстань от меня. Не издевайся». И еще целая вереница подобных истерик, криков и слез. В конце концов Лера сдалась. Все свое свободное от работы время, все денежные ресурсы и силы Юра направил на ее лечение. Влез в долги, взял кредит, все как полагается. Долгих 1,5 года не было вообще никаких результатов. Юра был выжат. Леру начинало колотить от одного упоминания о следующих назначенных процедурах. Он возил ее в центры, занимался упражнениями с ней дома, доходило вплоть до медитаций, от которых Юру всю жизнь зловонно тошнило. И однажды Лера смогла пошевелить пальцами ног. Это был прорыв, однозначный триумф, первый проблеск настоящего счастья в их трудной совместной жизни. Прошло еще полгода. Лера начала ходить. Это было настоящее чудо. Да, бегать она еще не могла. Да, появлялись старые боли и другие нюансы, но она ходила, и со стороны никто не мог догадаться, что когда-то было что-то не то. «Подумать только!» — восхищался Юра, крепко сжимая руку любимой. «Спустя 2 года после нашей случайной встречи мы наконец-то стали с тобой полноценной парой. Гуляем наравне с другими, строим планы. Я полюбил тебя за это время еще сильнее». «Все случайности не случайны», — улыбнулась Лера. «Значит, эта встреча должна была состояться. Я тоже тебя люблю». Им сулили блестящее будущее. Еще бы. Прошли вместе через огонь и воду, убедились в искренности чувств. У молодых тоже не было на этот счет особых сомнений, и Юра даже подумывал о свадьбе, хотя всегда считал это чем-то совсем ненужным. Но он настолько успел привязаться к Лере, столько вложил в нее душевных и физических сил, что не мог представить подле себя кого-то другого. Поэтому отчего бы и не жениться? Юра уже заготовил кольцо, он ждал удобного случая, продумывал мелочи, чтобы сделать все в лучшем виде, чтобы и красиво было, и романтично. И вот настала та самая неделя Икс. Заказан в ресторане столик на субботу, припрятано в коробочку кольцо, продуманы нужные слова. Посреди рабочих будней Юру отправили на одно предприятие для согласования проекта. Ехал он среди бела дня и находил свой город красивым и день прекрасным, и жизнь не такой уж подлой штукой, как многим кажется. Все это было до того момента, пока он не увидел на тротуаре свою Леру с другим. Прогулка у них была отнюдь не дружеская. Они держались за руки, и парень поглядывал на Леру именно как мужик. Юра до того обалдел, что его ударило током, и он чуть не врезался в ехавшую впереди машину. Юра резко затормозил, вылез из машины и догнал их. Он сразу начал орать на эмоциях, обильно сдабривая речь крепким словцом. «Это что еще такое? Кто этот хлыщ?» Ну и так далее. Юра прямо-таки вскипал от негодования. Лера же отвечала ему абсолютно спокойно, буднично. «Это Гриша. Мы с ним работали вместе и раньше встречались. Помнишь, я тебе говорила? Ты не пыли, а? Дома поговорим. Не устраивай тут истерик». Юра петухом вокруг них побегал,
Но Гриша оказался парнем шустрым и быстро погрузил себя и Леру в свой дорогой внедорожник. Как он закончил рабочий день и как вернулся домой, Юра не помнил. Так как квартиру свою он сдавал, то поехал к родителям, чтобы успокоились нервы. Но в какие же это ворота? Жили вместе, через столькое прошли, он ее из такой ямы вытащил, уже к свадьбе готовились. И тут Гриша, тот самый, который ее бросил в инвалидной коляске. Вечером Лера сама его набрала. Поток ее жалких оправданий был достаточно бессвязным, но кое-что Юра вынес в итоге. Она, видите ли, не хочет быть с человеком, который был с ней только из жалости. «Я с тобой из любви, а не из жалости, сволочь!» «Нет, из жалости, не надо себя обманывать. А с Гришей у нас все искренно. Он, как только узнал, что я выздоровела, сам позвонил. Ты вещи свои забери, пожалуйста». «Это тот мажорчик, сын твоего бывшего начальника?» «Да, он. Вот только не надо приплетать сюда деньги». Юра в деталях вспомнил этого Гришу. Внедорожник стоимостью с 15 его авто, костюмчик дорогой с иголочки. Все как в фильмах. Юра погрузился в непродолжительный запой. Потом с горем пополам из него вылез. Недавно узнал, что у Леры через неделю свадьба с тем мажором. Хотел пойти туда, да друзья отговорили. И в этот раз он решил их послушать. У него все будет хорошо. Пусть не прямо сейчас, но обязательно будет. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.